Привет! Сегодня у меня на обзоре новейшая модель беспроводных наушников от Halo с довольно кратким названием W1. На самом деле, с появлением на хейловском заводе синего пластика, новые модели их наушников стали выглядеть как-то разнообразнее и свежее. Признаюсь, мне уже как-то изрядно поднадоел однообразный черный цвет. При всем при этом в модели W1 помимо синего заявлен и белый, но в продаже я такого пока не видел. Зарядный кейс имеет матовое покрытие, и его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 64 на 44 и на 32 мм соответственно. Вес с наушниками внутри получается 42 грамма, без 32,5. На передней стороне красуется трехточечный индикатор заряда аккумулятора, емкость которого при таких-то габаритах не такая уж и большая, всего 300 мАч. На задней стороне под петлей встроен разъем для зарядки. Небольшой кабель для этих целей имеется в комплекте. Сама петля пластиковая, без доводчика, открывается плавно и довольно легко. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Примечательно, что в данной модели подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Для модельного ряда Halo такая опция довольно редкая. Причем, что характерно, в момент сопряжения на экране смартфона появляется всплывающая анимация подключения. Скорее всего, работает это только на смартфонах Xiaomi с последними версиями прошивок MIUI 12. Ну, по крайней мере, в моем Poco X3 NFC она есть. Штука на самом деле полезная, ведь в момент ее появления на экране смартфона отображается остаток заряда как в кейсе, так и в каждом из наушников. Сами наушники выполнены в форм-факторе внутриканальных с ножкой, и признаюсь, визуально они смотрятся очень красиво. Ножки выкрашены под металл с синим отливом, а основная часть корпуса наушника с звуководом матовая, что обеспечивает хорошую посадку и фиксацию в ушной раковине. И вот все бы ничего, но ложкой дегтя во всем этом великолепии выступают комплектные сменные амбушюры. Мягко говоря, они тут совсем никакие. Мало того, что в ушном канале от них некомфортно, так еще и должную уплотнительную функцию они не выполняют как следует. Настоятельно рекомендую их сразу же сменить, иначе все, что я дальше буду рассказывать про звучание, не будет иметь никакого смысла. Казалось бы, наушники сделали классный, а вот в таком важном моменте допустили серьезный прокол. Также необходимо учесть еще один момент. Несмотря на довольно большие посадочные места внутри кейса, подходящие сторонние амбушюры подобрать будет не так уж и просто. Нужны объемные насадки с коротким сердечником, иначе кейс попросту не закроется. В наушниках отсутствуют датчики автопаузы, которых лично мне уже очень не хватает. Звуководы овальные и прикрыты металлической сеткой. Сборка в целом очень качественная, и претензий к ней у меня нет. По управлению функциями мультимедиа здесь практически все стандартно для Halo. Одинарное касание отвечает за плей-паузу, а двойное позволяет переключать композиции. Направо наушники вперед, на левом назад. Если применить жест в 3 касания, то можно позвать голосового ассистента. Управлять громкостью с наушников по умолчанию нельзя, но у модели W1 есть еще одна интересная особенность. Дело все в том, что наушники хоть и не имеют собственного приложения для настройки, но при этом могут запросто подключиться к программе Xiaomi AI. И уже внутри тебе будет доступна опция переназначения жеста на одно касание, на которое в свою очередь можно будет повесить регулировку громкости. Но при всем при этом хотелось бы отметить, что возможность ставить воспроизведение на паузу у тебя исчезнет. Так что, как по мне, это решение максимально странное, ведь как минимум жестов на удержание сенсора в модели почему-то не предусмотрено, а при отсутствии датчиков автопаузы выбирать управление громкостью за место самого основного действия смысла я не вижу. Вообще, если говорить об этой программе Xiaomi, то она абсолютно вся на китайском языке. Я думаю, мало кто захочет сидеть над настройками с переводчиком, тем более полезного там практически ничего нет, только если ты не владеешь китайским языком. Там очень много надстроек для интеллектуального помощника, говорящего исключительно по-китайски. А вот из интересного тут разве что строчка с быстрыми пресетами эквалайзера, но лично мне понравилось звучание, что есть по умолчанию, хотя третий пресет сверху прилично так добавляет басов. За звуковой участок здесь отвечает гибридная система драйверов с одним арматурным для средних и высоких частот и одним динамическим для баса. Могу сказать, что со своей задачей данная связка справляется прекрасно. Звук здесь очень насыщенный и четкий, каких-то ощутимых провалов по частотной кривой лично я не услышал. Все звучит ровно с характерными отчетливыми деталями, и что самое главное, наушники басят прилично. Низких частот здесь как раз именно столько, сколько и должно быть, без приукрас и усилений. За обработку сигнала в наушниках отвечает Qualcomm-ский чип QCC3040 и в частности аудиокодек aptX Adaptive. Данные наушники прекрасно подойдут для прослушивания инструментала и рока, однако и обычную попсовую либо электронную музыку в них очень даже приятно слушать. Вокал звучит просто великолепно.
По этой части разве что KZ-SKS их немного превзойдет, да и то скорее всего только в плане максимальной громкости. И тем не менее Halo W1 наушники не тихие, запас тут есть, просто его немного меньше, чем в KZ-SKS. В моем тесте автономности на 100% громкости в стерео режиме наушники отыграли 4 часа и 29 минут, после чего правый наушник полностью сел. Вообще, по части отображения уровня заряда в панели подключений у W1 имеются небольшие проблемы. Он временами скачет и показывает некорректные значения, хотя по факту эта проблема лишь по софтверной части. Сами аккумы работают исправно. В анимации подключения и в приложении Xiaomi все отображается правильно, по крайней мере в моем экземпляре. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как Halo W1 будут проявлять себя в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Проверяем работу микрофонов в наушниках Halo W1. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю оба окна. Вот так вот с двух сторон мне сюда задувает ветер, идет шум от дороги, от проезжающих машин. И, собственно, можно послушать, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования этих наушников. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, она уже через 5 секундочек будет набирать максимум оборотов, максимум шума у меня будет стоять в салоне. Вот сейчас я тебе включу фрагмент. И, собственно, вот так вот можно послушать, как отрабатывают микрофоны при таком сценарии использования, если ты, допустим, зимой будешь на полную обогреваться печкой и будешь разговаривать по вот этим вот наушникам. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Halo W1. Я сейчас нахожусь на такой тихой, спокойной улочке. Это такой некий тупичок, здесь стоянка, но недалеко находится третье транспортное кольцо. И шум от дорог, в принципе, такой небольшой есть. Плюс дует такой слабенький, легенький ветерочек. Не сказал бы, что он прям сильный, он сильно в наушники не задувает, поэтому какого-то такого эффекта я, допустим, не могу тебе продемонстрировать в данный момент, но при всем при этом могу сказать, что вот примерно так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать, к примеру, на прогулке в парке. Вот как-то так все работает. Все оставляю на твой суд. Пиши в комментариях, понравилась ли тебе работа данных микрофонов. Что же касается игрового сценария, то в наушниках специального режима с низкой задержкой нет. Оттого в своем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил довольно печальные результаты. Мой тест показал интервал задержки аж целых 320-400 миллисекунд. Таким образом, заявленный производителем Ultra Low Latency получается каким-то не ультра и уж тем более не low. А вот с YouTube при таких раскладах проблем по отставанию звука я на слух не обнаружил, но такая картина наблюдается уже давно, практически во всех современных ТВС наушниках. Здесь полностью заслуга оптимизации самого YouTube приложения. Соединение со смартфоном стабильное, без отвалов. За связь здесь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2 и расстояние в 10 метров от источника наушники держат спокойно. В деревянном доме пару стен и перекрытие второго этажа сигнал спокойно пробивает. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что новые наушники от Halo в первую очередь мне понравились своим звучанием. Оно очень чистое, приятное и детализированное. А вот микрофоны, как по мне, могли бы вставить и получше. Ну или как-то поднастроить, подкрутить. Слишком много внешних шумов они ловят. Для разговоров в помещении нормально, а вот на улице уже как-то средненько. Еще одним весомым недостатком W1 я бы здесь назвал комплектные амбушюры. Их уж точно необходимо будет поменять. А вот сами по себе внешние наушники очень интересны и выглядят здорово. И если сменные насадки для тебя подобрать не проблема, и при этом хочется хорошего звучания, то их можно смело покупать, только не забывая о микрофонах. И, наверное, опережая созревший у тебя в голове вопрос, да, они играют лучше, чем GT3, GT5 и многих других собратьев по модельному ряду. Я очень надеюсь, что работа с приложением Xiaomi налажена не для галочки, и наушники получат обновление, которое пофиксит отображение заряда. Ну и возможно, они поправят работу микрофонов, но это не точно. В любом случае, спасибо, если посмотрел этот ролик до конца, я отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.